Хочу рассказать о наболевшем. Главный такой насущный вопрос на борту – это обувь. А точнее, отсутствие уличной обуви на борту. Когда я первый раз пришел на лодку, тут был конкретный бардак. Люди заходили в обуви. Это как нормально было. Не было контролера. Но я стал с этим бороться очень сильно. Вот, и искоренил. Но как только я улетаю с борта, тут все это продолжается. Вот, что касается обуви. Обувь должна быть палубная на борту, специально только для палубы. Комфортная, удобная, легкая и со специальной противоскользящей подошвой. Потому что на мокрой палубе можно легко подскользнуться. Работы, швартовки все проводятся в обуви, так как на палубе много, как правило, всяких выступающих штучек, дрючек, вот, за которые можно зацепиться и что-нибудь себе поломать, повредить. Поэтому швартовые операции все проводятся в обуви. Там швартовые, якорные, то есть любые маневры. Потом можно снять обувь, будет комфортнее ходить. Если не комфортно, летом в жару или зимой холодно, все, оставаться в обуви. Но эта обувь не должна выходить на берег. Ну, то есть вы в обуви не должны выходить на берег. Вся береговая обувь должна оставаться за бортом. То есть сниматься за бортом и потом укладываться в какой-нибудь там сторож, ящик, без разницы, храниться. Вот. И вот когда человек заходит к тебе на борт в гости, по нему можно сразу определить, он далекий от яхтенной жизни, культуры или нет. Он должен разуться. Вот там он должен разуться, даже не ожидая, что кто-то ему об этом скажет. И когда другие люди видят также, что у вас стоит обувь, они подходят и разуваются. Если они этого не видят, а видят, что ходят все в обуви, то, естественно, они тоже заходят в обуви. У нас покрытие на палубе такое жесткое, больше для коммерческих судов, но тем не менее я хожу босиком. Вот. Если мне некомфортно, то я одеваю свои палубные ботинки, туфли. Вот. Еще, когда приходят рабочие профессионалы, они также застилают, все неважно, что там на палубе лежит, для этого материалу ничего не было бы. Ну, человек, вот карпентер пришел, все это дело застелил. Это мы в Испании. Вот, я уважаю таких рабочих, потому что то, что было в Турции, люди просто заходили, вот, каждый под каждым ящичком все застелено. В Турции этого никто не делал, приходилось буквально гонять, когда резали керамику там в салоне, еще что-то, приходилось с ними жестко бороться, выгонять их нафиг за борт, а иногда навсегда. Вот такая вот история. Поэтому яхтенная культура не подразумевает наличие уличной обуви на борту. Запоминайте.